Привет, друзья! С вами Вадим, компания Автоподбор.нет. Мы помогаем людям покупать и продавать хорошие автомобили. Сегодня хотим поговорить с вами о экономии топлива на современных кроссоверах, на полноприводных кроссоверах. И поможет нам в этом замечательный автомобиль Toyota RAV4 с гибридной установкой. Поехали! А перед этим лайфхак. Если нажать внизу кнопочку подписаться, вверху нажать колокольчик для усиления эффекта, то вы не пропустите ни одно наше видео, будете всегда в курсе всех новинок, обзоров, самой полезной и актуальной информации. Рекомендую так сделать, лично я сделал, не пожалеете. Сама модель RAV4 выпускается с 1994 года. Перед нами четвертое поколение, это уже рестайлинг. Точно такой же автомобиль сейчас стоит в салоне, продается, он ничем не отличается. Уже было презентовано пятое поколение, но в продаже пока нету, будет позже. Хочу рассказать, как мы его выбирали, как подбирали, на какие альтернативы смотрели и какие вообще есть конкуренты, на что можете обратить внимание вы. Подбирали нашего постоянного клиента Николая. Год назад мы ему купили CR-V, 2013 год, максимальная комплектация, 2.4 двигатель, замечательный автомобиль. Николай отъездил на нем год и решили поменять, обновить, взять более свежее. Прошлый раз, когда мы искали автомобиль, мы хотели купить именно RAV, но тогда хороших RAV не было, я рекомендовал купить CR-V. Купили CR-V, отлично машина себя показала, зарекомендовала. В этот раз хотели купить CR-V от 2015 года. В продаже таких машин у нас практически нету, было буквально пару вариантов, цена была высокая, все остальное Америка. Америку мы не смотрели, поэтому начали думать над альтернативами. У клиента есть положительный опыт езды на Тойотах, решили опять вернуться к Тойоте. Начали смотреть RAV4 в старом кузове. Опять-таки в продаже машин очень мало. Нас заинтересовал был один вариант 2.5, максимальная комплектация, 2014 год. Там был небольшой пробег, было немного повреждений по передней части, по бамперу, по пластику, ничего серьезного. Но цена была, по-моему, 26 тысяч нам его отдавали. И тогда мы подумали, что это реально дорого, потому что машина на год свежее той, которая есть, кузов старый, дорестайловый, и решили отказаться от этой идеи. Смотрели на Прадо, но Прадо в это деньги не взять, то есть 2.7 мы не рекомендовали покупать, а на 4 литра денег не хватало. Смотрели Хайлендеры, тоже бюджета недостаточно для такой машины, и потом решили посмотреть новый RAV. Их в продаже тоже очень мало, но я считаю, нам повезло. У этого экземпляра пробег на момент покупки был 6 тысяч с копейками, еще год гарантии, машина 2016 года. Машина, она в базовой комплектации, да, но она отличается от той комплектации, которая сейчас есть базовая в салоне. Вот у нас фары, есть диодная полоска и есть LED-оптика. Сейчас же в базе стоят фары обычные, то есть галоген. Кстати, отличить их можно, у них этот диодик такой маленький. Кстати, иногда владельцы таких базовых автомобилей приезжают в сервис и говорят, у нас перегорел диодик, только небольшой кусочек светится. Это нормально. То есть у нас LED-оптика, это мега важно. Дальше объясню и покажу почему. Хочу вам показать, что такое диодная оптика и зачем она нужна. Вот смотрите, мы сейчас едем с ближним, все видно просто замечательно, светит белым светом, красиво. Вот дальний, бьет очень далеко. Это то, что должно быть в каждом современном автомобиле. Например, у меня на камере стоит обычный галоген, и там вообще ничего не видно. По сравнению с этим светом он не светит просто вообще. И у нас электрокрышка багажника. Сейчас в базе этого всего нету. Взяли мы автомобиль за 31 тысячу, грубо говоря. То есть он новый, как новый, 6 тысяч пробега, да? 2 комплекта колес, сигнализаций разных на кучу денег.
рейлинги, тонировка, всякие там вот наклеечки под ручками, не знаю, там коврики, еще какие-то допы, там замки различные капота. Это тоже все стоит денег. Мы, получается, это уже все взяли бонусом вместе с машиной. При езде в этой машине мне не хочется слушать музыку. Вот вообще. Не знаю почему. Мне интересно слушать, как заряжается батарея, вот эти звуки, когда вы сбрасываете газ. Такой вот небольшой звук, не знаю, электроприборов можно слышать. Интересно, когда маленькая скорость, и мы не слышим вообще двигателя, то есть мы едем бесплатно. Возможно, наверняка это, конечно, пройдет со временем, но пока вот еще не наигрался, интересно. Люди спрашивают, нужно ли заряжать гибридную установку, нужно ли заряжать автомобиль, какой расход, как она едет, насколько хватает батареи, в режиме электро, и насколько, в принципе, какой срок службы, ломается, не ломается, как обслуживать и так далее. Вот об этом хотелось вам детальнее рассказать. Сейчас мы сбрасываем скорость, у нас, как я говорил, идет зарядка, у нас сейчас скорость 40 км в час, появилась индикация ЕВ на приборке, это значит то, что мы идем на электротяге. Вот мы видим, идет энергия с батареи на колесо, то есть мы сейчас едем абсолютно бесшумно, абсолютно бесплатно, у нас работает климат, у нас работают все системы, при этом мы не тратим топливо и не загрязняем экологию. Мы выезжаем, опять едем на электротяге, батарейка у нас чуть-чуть подзарядилась от двигателя, то есть она заряжается либо при торможении, либо когда просто работает двигатель и ее заряжают. Хочу рассказать вам о режимах. Вот тут вот внизу у нас есть различные режимы. Есть режим ЕВ, есть режим Эко и есть режим Спорт. Сейчас можно включить режим Спорт. Когда мы включаем Спорт, на приборке появилась у нас сразу красная индикация. Вот смотрите, я его выключил, индикация вверху исчезла. Я его включил, появилась индикация и надпись Спорт. В этом режиме педаль газа очень отзывчивая, ускорение хорошее. Вот сейчас я, кстати, хорошо наступаю, скорость 120, мы слышим нормально, шум, нормальный звук двигателя, как это, в принципе, и должно быть. И в режиме спорт она едет очень кайфово. Вот, при ускорениях у нас отдает энергию и батарея, и двигатель. Даже когда мы вот сейчас едем, когда поддерживаем скорость, батарея заряжается, все как обычно. Вот сейчас, кстати, скорость 130. В принципе, шумно, но давайте не будем забывать, что мы едем в кроссовере, мы едем на базовой, скажем так, установочной резине, это нормально. То есть в режиме спорт машина едет хорошо. Вот есть режим эко. Когда я перехожу в режим эко, синенькая загорается у нас там вверху полосочка и появляется индикация эко. Вот сейчас я хочу ускориться, я нажимаю на педаль, а машина не едет. Изначально я не знал, что там нужно выбирать какой-то режим, и я там сначала ехал на ней, она реально не разгонялась, и было очень неприятно и тяжело. Потом оказалось, что здесь не просто 3 режима, да, здесь есть 3 выбранных режима и 4-й как бы обычный. Вот в обычном, по моему мнению, ездить оптимально, то есть ты просто едешь, она нормально ускоряется, нормально реагирует. Режим эко нужен для того, чтобы экономить. При этом режиме машина не так реагирует на нажатие педали, то есть вы ее нажимаете сильнее, а система вас как бы специально душит, да, немножко. Из-за этого расход меньше. Также она влияет на климатическую установку, возможно, там еще на какие-то другие электропереборы. Короче, она вот экономит для вас топливо. И есть режим ЕВ. Сейчас вот у нас высокая скорость для этого режима. Показать не смогу. Режим ЕВ работает только до скорости 50 км в час. Выйду из режима эко, вот мы в обычном режиме,
все индикаторы исчезли, ничего не светится, и машина нормально реагирует на педаль. То есть, по моему мнению, это оптимальный режим для езды. Если вы любите ездить активно, возможно, вы и будете пользоваться режимом спорт, но я обычно не пользуюсь на машине ни лепестками, ни ручным режимом, ни кнопочками спорт. То есть практически всегда достаточно просто наступить активнее на педаль, если вам нужно сильнее ускориться, и машина уезжает. По поводу ускорения я наступил немножко, не сильно, и машина уехала. Мы слышим приятный вой двигателя. Наша стрелка, скажем так, псевдотахометр, не знаю, как его правильно назвать, это не тахометр, он показывает наш текущий режим. Вот сейчас вот режим зарядки. Вот сейчас мы едем, наступил на педаль, вот, не сильно, да. Режим эко, мы едем экономично. Больше наступил, понятно, ближе к пауэру. И когда ускоряюсь, вот режим Power. И машина уезжает, батарея отдает энергию на колеса, двигатель отдает энергию на колеса. Это не газ в пол, это я просто вот, не знаю, немножко ускорился. Сейчас можно попробовать в режиме спорт, просто посмотреть, насколько двигатель там эластично разгоняется от 100, не знаю, там до 140. Ну вот сейчас я выйду на скорость 100 и потом нажму газ в пол. Вот. Ну, дальше не будем, смысла нету. На скорости 160 мы четко себе понимаем, что мы едем все-таки на кроссовере. У нас 17 радиус колес. Он, конечно, очень предпочтительный для наших дорог, я бы так сказал, потому что подушка, да, большая, мы не так ощущаем ямы. Но для трассы, конечно, лучше ехать на высоком профиле. Как работает машина на аккумуляторной батарее. Вот сейчас мы едем от батареи, у нас горит индикация EV. В принципе, вот если нажать режим EV, вот я его сейчас включил, вот, и у нас сразу индикация появилась на экране EV мод внизу. Когда у нас скорость поднимается выше, у нас режим EV, вот, все, режим EV недоступен, превышен диапазон скорости, и сразу мы слышим, включился электродвигатель, бензиновый двигатель. Когда включается бензиновый двигатель, мы это тоже ощущаем. То есть, смотрите, вот я, так случилось, да, вышел из режима EV, вот сейчас его опять нажимаю, еду на маленькой скорости, нажимаю сильно педаль, и опять из режима EV я вышел. То есть сильно ускорились, вышли из режима. Высокая скорость, вышли из режима. Я не понял, зачем вот эта кнопка, зачем этот режим, если вот без него у нас тоже есть индикация EV. Вот сейчас мы едем, сейчас я покажу, вот сейчас мы едем вот так же само на электротяге. Без какого-то режима нам ничего не пищит, что мы из чего-то там вышли. Вот просто себе едем. При скорости 50 км в час он должен у нас отвалиться. Но это не точно, там в зависимости, я так понимаю, от нагрузки. Вот сейчас я аккуратненько нажимаю педаль, уже чуть выше 50. Возможно, мы поднимемся до 60. Ну вот, пока едем. Режим EV — это режим электротяги, то есть режим, когда мы едем только на батарее. То есть, по сути, он, наверное, создан для того, чтобы вы его нажимали и ехали там экономно, бесплатно и экологично, но вы это все можете делать просто вот, просто в обычном режиме, без каких-то дополнительных действий. Поэтому зачем эта кнопка, я не понял. Наверное, чтобы просто подчеркнуть, что у нас экологичная, у нас вот такая современная машина. Предлагаю сбросить скорость и посмотреть, сколько мы сможем проехать на электротяге. Вот, к примеру, скорость 40. У нас светится индикация EV, и мы едем на электротяге. Я предлагаю поднять до 50 и посмотрим. Мы проехали уже 2 километра. Пришла умная мысль поставить круиз. Едем со скоростью, вот сейчас я подниму до 50 километров, и в принципе
батарея, вот две палочки как было, ну, недозаряженные, так и есть. Ну, будем ехать, будем смотреть. Выше 50 поднимать не буду, посмотрим в таком режиме. То есть мы уже 2 километра проехали бесплатно. Упала одна палочка, 6793. Еще одна палочка упала, 6794 километра. Мы едем с климатом, круиз 50 километров в час. Даже мне кажется, что там, да, 50. 6795 километров. Уже 4 километра мы проехали исключительно на электротяге. Пока едем дальше, но думаю, скоро включится наш основной двигатель. В принципе, я слышал, что на 5 километров хватает запаса вот в таком режиме. Все, включился двигатель, 6795 километров. Ну, грубо говоря, 4-5 километров можно сделать небольшую погрешность, потому что сначала я ехал без круиза. То есть, грубо говоря, 5 километров мы проехали на электротяге. Дальше включился двигатель. Вот сейчас опять включился двигатель, возможно, это слышно будет на камеру. И постоянно мы слышим, вот как работает у нас наша коробка. Здесь планетарная коробка, здесь не вариатор, не обычный автомат. Когда мы тормозим, вот может опять-таки сейчас я сделаю климат тише, чтобы он не шумел. Вот слышите такой легенький вой, как троллейбус. Я нажимаю тормоз, и в этот момент зарядка идет интенсивнее. Ну, даже когда я тормоз не нажимаю, зарядка тоже идет. Вот, когда мы ускоряемся, батарея нам помогает это делать, отдает часть энергии. Тормозим. И вот опять. Пару слов о том, как автомобиль едет и как он рулится. Касаемо двигателя. Я считаю, двигатель здесь замечательный, удачный. В паре с гибридной установкой ускоряется хорошо, работает хорошо. Никакого дискомфорта нету от того, что то включается, то выключается бензиновый двигатель. Да, вы это ощущаете, вы это понимаете, ну как бы и все, проблемы никакой нету. Когда нам нужно ускориться, вы чуть-чуть наступаете на педаль, машина начинает ехать, ее не нужно давить, ее не нужно топтать. Ну, это сейчас говорю об обычном режиме. В режиме эко, конечно, она встает немножко, ну, как овощ такая, вот знаете. Поэтому он мне, собственно, и не нравится. Касаемо коробки, вообще замечательно. Вот пока я на ней еду, я даже не задумываюсь о том, есть ли здесь коробка, нету, что она там делает. То есть просто еду, машина себе едет, и ну, никакого внимания дополнительного у вас не вызывает наличие или отсутствие коробки. Разгоняется плавно, разгоняется активно, замечательно. Касаемо привода, мы не будем проверять ее вездеходные способности. Это все-таки не наш автомобиль, автомобиль новый, но привод здесь тоже хорошо доработан. Машина хорошо ведет себя на бездорожье. Понятно, ну, мы помним о том, что это кроссовер все-таки, а не полноценный джип, но тем не менее свою функцию полностью. Вот, кстати, лежачий полицейский. Автомобиль его проезжает мягко, легко, как бы, ну, как Toyota, да, мягкость. Теперь вот самое интересное, расход. Вот чисто по моим наблюдениям, я не буду говорить о паспортных данных. Паспортные данные у них, по-моему, 5,6, 5,7, они показывают, что город, что трасса, там отличие 0,1. Значит, как я уже говорил, на трассе это, считайте, у вас обычный бензиновый автомобиль. То есть он едет в основном на бензиновом двигателе, но электротяга помогает при ускорениях. Поэтому и расход вы получаете плюс-минус обычный. Но не будем забывать, у нас планетарная коробка, она тоже экономичная, и она влияет на расход. Я специально делал замеры на различной скорости, включал круиз, ровная дорога. Ну, понятно, климат включен, пассажиры в салоне, и проверял, сколько там машина кушает. Вот сейчас вам просто озвучу основные цифры. Во-первых, мы увидим, как падает расход с уменьшением скорости. Все-таки не будем забывать, перед нами кроссовер, аэродинамика, ну, как бы не такая, как у седанов, поэтому скорость 150, расход 10,6, реальность, ну, в районе десятки. При скорости 140 расход 9,3, при скорости 130 расход 8,8,
При скорости 120 расход 7,7. При скорости 110 расход 7,2. Ну, в основном у нас все люди ездят там 110-120, да, то есть считайте там 7,5-8 литров будет ваш расход. При скорости 100 расход 6,3. То есть если ехать, допустим, 90, ну, к сожалению, я не замерил, мы вот сегодня еще раз замерим. Если ехать, например, 90-100, то будет прям мега экономно, но вряд ли вы так будете ездить далеко на дальние дистанции. Теперь расход в городе. Вот здесь начинается настоящая магия. Представьте ситуацию, вы подъезжаете, перед вами пробка, вы становитесь в пробку, у вас в салоне тишина, у вас в салоне климат, у вас музыка, топлива не потребляете, шума нету, вредных выбросов нету, вы стоите и потихонечку двигаетесь только на электротяге. Точно не знаю, там сколько можно так проехать, потому что будет зависеть от условий. Но я вот становился так в пробку, всю пробку проезжал на электродвигателе. Поверьте, это замечательное чувство. В городе можно достигать различных, скажем так, различного расхода в зависимости от того, как вы будете ездить. Я в Инстаграме там выкладывал скриншот, я поездил там полдня по Киеву, расход 6,5. Это очень экономно, я считаю. Я думаю, что средний расход при нормальном режиме эксплуатации будет у вас порядка 7,5 литров. Назовите мне другой кроссовер, любой другой, на котором можно вот получить такой же расход на бензиновом двигателе. Я таких не знаю. Потом, вот опять-таки, эта машина провоцирует на то, чтобы ездить на ней аккуратно и экономно. Знаете, есть спортивные машины, они провоцируют на быструю езду, а вот эта машина провоцирует, ну, по крайней мере, меня, ездить экономно и тихонько. Это интересно. Когда вы понимаете, что у вас есть потенциал для этого, вам интересно им воспользоваться, а узнать, а сколько, а как. Поэтому, если разумно, скажем так, педалировать, да, если разумно пользоваться педалью газа и педалью тормоза, то можно достигать очень интересных результатов. То есть вы разогнались, вы пустили газ, батарея заряжается, дальше вы можете ехать на электротяге. То есть в городе мега. Вот прям очень сильно рекомендую. Посмотрим, что у нас под капотом. Здесь мы видим обычный двигатель тойотовский 2.5. Вы могли его видеть на предыдущем RAV, на Camry он стоит. Как бы обычный, обычный, самый обычный двигатель. Вот это уже идет элемент нашей гибридной установки. Здесь мы видим 3 контакта. Это говорит о том, что у нас полный привод. Если бы было 2 контакта, это значило бы, что у нас передний привод. Я рекомендую вам брать только полный привод. Помимо управляемости, проходимости, безопасности, есть еще один очень важный момент. Полный привод заряжается и быстрее, и эффективнее. Когда мы тормозим, заряд идет с 2 осей, а в переднем приводе только с 1. В принципе, здесь особо ничего интересного нету. Там внизу есть электродвигатель на переднюю ось, сзади есть отдельный электродвигатель на заднюю ось. Работают они независимо друг от друга, между ними нету карданного вала, поэтому момент сразу двигателя передается на колеса. Электроника сама решает, когда какой двигатель включать, и это очень сильно повышает и комфорт, и управляемость, и проходимость. Хочу показать, где стоит задняя батарея. Она установлена под задним сиденьем. Пройдем, посмотрим. Наша батарея располагается под задними сиденьями. В принципе, задний ряд у нас практически ничем не ущемлен. У нас есть сиденья, они регулируются по наклону, выставляются. Есть подлокотник, да, но за счет того, что батарея здесь, вот эта вот нижняя часть, она никак не снимается. Или же снимается, но я не знаю как. Я думаю, что все-таки не снимается, потому что нету никаких опознавательных знаков, ничего. Батарея может нагреваться, у нее вот там есть внизу отверстие для вентиляции, у нее есть там своя система кондиционирования. Когда батарея перегревается, она отключается. Когда батарея очень сильно холодная, она отключается. Когда двигатель у вас не вышел на оптимальную температуру, гибридная установка у вас тоже не работает. Напомню, когда вы активно ускоряетесь в режиме электротяги, так сказать, тоже гибридная установка перестает работать. В общем, есть ряд ограничений, да? Нужно их понимать, чтобы эффективно, скажем так, пользоваться потенциалом своей машины. Потом еще о заднем ряде. Вот мы складываем сиденье,
и все, да, мы их выше сложить не можем, и ровного пола у нас нету, потому что у нас вот эта часть, она выше. Вот с багажника сейчас хорошо будет видно вот эту ступень. Сейчас я подойду на вашу сторону, покажу. Мы разложили заднее сиденье. Здесь вот идет ровная поверхность, а здесь идет вот такой вот подъем. И с этим придется жить, потому что у нас тут аккумулятор. Тут какие-то ниши у нас есть небольшие, сюда можно сложить инвентарь. Там внизу запаска, есть еще пару карманов, так сказать, для мелочевки. Но на охоте, на рыбалке спать здесь будет неудобно. Пару слов о салоне. Здесь сидеть удобно, все под рукой, все продумано. Кто-то скажет, что дизайн не нравится, там линии, вот эти карманы. Не знаю, я рассматриваю Toyota как Toyota, ожидаю от нее ровно то, что можно ожидать от Toyota, поэтому меня все устраивает, все хорошо. Единственное, что не устраивает, вообще вот пару моментов по машине, да. Вот первое, вот подстаканники, посмотрите, какая глубина. Вот сюда обычный стаканчик кофе, вот смотрите, телефон Note 8, да, больше, наверное, не придумаешь. То есть обычный стаканчик кофе там вы потеряете, никогда не найдете. Здесь, здесь чуть-чуть лучше, но все равно очень глубоко, и как бы, с подстаканниками я бы немножко поработал. В этих карманах лежат резиночки, все удобно, все приятно. Кстати, опять, вот эта ниша, наверное, для телефона, может нет, но мой телефон сюда не помещается. По комплектации у нас есть двухзонный климат, у нас есть подогрев зоны дворников, в топовой комплектации будет подогрев всего стекла, будет кожа, по-моему, даже люк будет, куча систем безопасности, которых у нас нету, но что поделаешь. Бесключевой доступ, очень удобная опция, подогревы сидений у нас есть. У нас есть экран, он сенсорный, конечно, он не такой сенсорный, как мы привыкли в наших телефонах, но тем не менее сюда можно пальцем нажать, и оно реагирует. Ну, отлично. Кстати, о подвеске. Амортизаторы бьют. То есть если у нас там, вот вы видите, там есть такая, скажем, резкая яма, где амортизатор выпрямляется полностью, у нас есть удар. И задние бьют чаще. Не знаю, это какая-то уже проблема конкретной машины, или это у всех так, она гарантийна, на следующем ТО поедем и зададим этот вопрос. Они работают, они держат дорогу, но бьют вот на таких ямах, вот случаются пробои. Это крайне неприятно и удивительно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ролик получился длинный, но много информации, много о чем хотелось рассказать. Уверен, я не все аспекты раскрыл по автомобилю, поэтому если у вас есть вопросы, задайте их в комментариях, я обязательно вам отвечу. Кто не подписался, подпишитесь вот тут вот колокольчик, поставьте лайк и до новых встреч. Пока!